В каждом человеке природа всходит либо злаками, либо сорной травою. Пусть же он своевременно поливает первое и истребляет второе. Фрэнсис Бэкон. Вот и наступила золотая пора. Здесь в лесу ее дыхание особенно чувствуется, потому что ночи стали прозрачные и одновременно холодные. По продолжительности ночи практически сравнялись с днем. В сентябре нас ожидает осеннее равноденствие. Я иду в этот лес, чтобы продолжить строительство своего лесного домика. Всем приятного просмотра! Красотка, ты красотка. Ты красотка. Кто красавица? Ты красавица. По пути в землянку встретил вот такую вот красавицу. Это дворовый пес. Вполне воспитанная, обученная, даже лапу дает. Вот сейчас иду в землянку, и она меня сопровождает. Не знаю, доберется ли она со мной прямо до туда, потому что из еды у меня нечего ей дать. У меня только сладкое, а сладкое она не ест. Ну, если, конечно, она меня сопроводит, ты меня сопроводишь. Если она со мной дойдет до землянки, тогда я что-нибудь ей приготовлю. Да? Пойдешь со мной в землянку? Ты пойдешь со мной в землянку? Со мной в землянку пойдешь? Вот так. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале «Каждому свое», и с вами снова я, Юра. Осень уже полноценно вступила в свои права. Ночью у нас уже в Самарской области обещают заморозки, а это значит, что нужно утеплять свой лесной домик. За этим я сюда сегодня и пришел, в этот красивый осенний золотой лес. С собой я сегодня принес печку. Печку я планирую сегодня занести и поставить. Буду сегодня ночевать здесь и займусь заменой двери. Ну, за время моего отсутствия здесь в землянке, во всяком случае, каких-то видимых изменений я не замечаю, кроме как мелких опилок и пыли на столе. Но это все мы сейчас с вами протрем, приберем и уже займемся дверью. Кроме того, я еще хочу с вами поделиться тем, что в землянку я наконец-таки завел журнал посещений. Вот такой вот. Свою запись внутри я уже оставил. И для новых путников, которые придут сюда, будет удобно приходить сюда, записываться и вот так вот общаться между собой. С дороги сейчас нужно будет попить чай, немного согреться, так как температура сейчас пока еще такая невысокая, около, наверное, 10-12 градусов у нас всего лишь. Так, кстати, забыл сказать-то, собака эта, которая мне встретилась, не стала меня сопровождать, поэтому ночевать я сегодня здесь буду один. Не стала она со мной идти и охранять меня, так как еды у меня с собой никакой не было.
Ну, в общем, вот что у меня на сегодня получилось. Дверь, конечно же, не идеальная, но во всяком случае такой вариант лучше, чем был у меня первоначальный. За счет того, что щелей здесь меньше, и еще снаружи, как вы можете видеть, я обил ее ОСБ листом. ОСБ листа мне не хватило, чтобы закрыть полностью дверь. А в дальнейшем я приобрету еще и закрою уже полностью все прогалы. И будет она полностью вот из такого листа закрыта. И никаких щелей не будет. И зимой будет, я надеюсь, теплее. Наконец я принес сюда самое главное. Это моя старенькая печка, которая стояла еще в первой землянке. Вы можете посмотреть предыдущие видео. Она очень неплохо себя зарекомендовала и грела нас в достаточно сильные морозы, когда опускались даже до минус 30 градусов. В землянке было достаточно тепло. Я уверен, что и здесь будет не хуже. У этой печи достаточно толстый металл, и она долго остывает. Но есть существенный минус – это обратная тяга. Весь прошлый год мы пытались, ломали голову, как избавиться от этой обратной тяги, но так ничего у нас и не вышло. Если у вас есть какие-то мысли по этому поводу, как избавиться от выходящего дыма наружу, пишите, пожалуйста, в комментариях. Нам будет очень важно и интересно об этом почитать. Пока я занимался сегодня установкой печки внутри землянки, на улице уже окончательно стемнело. Сейчас уже 9 часов вечера. Ну и по традиции буду сейчас растапливать печь первый раз внутри новой землянки. Волнительный момент, так сказать. Приступим.
Ну вот, дорогие друзья, и ради таких красивых моментов я и строил эту свою землянку. На улице сейчас мороз, около 0 градусов, а здесь внутри у меня тепло и уютно. Меня согревает моя старая добрая печка и вкусный горячий чай. Ну и перед сном я решил, так сказать, поддаться ностальгии, вспомнить те времена, когда еще я и не знал о таком даже слове, как землянка, убежище в лесу. И решил перед сном за ноутбуком посмотреть старые, добрые, я уверен, вам известные видео походного оптимиста из землянки у реки и землянки у березы. Одни из моих самых любимых выпусков. Посмотрю сейчас перед сном и встретимся уже с вами завтра утром. Приветствую подписчиков и гостей канала Походный Оптимист. Меня зовут Дима, и я снова возле своей землянки у реки. Всем с добрым утром. Ночь прошла вполне комфортно. Но еще бы, теперь здесь есть печка. Что могу сказать? С печкой, конечно же, намного уютнее сейчас спать. Но, сами понимаете, землянка пока еще не засыпана песком. Пока нет никакой вот изоляции, много щелей. Из-за этого все тепло быстро уходит. Где-то вот до 5 часов утра печка меня грела, а потом уже все, я просто был укутанный спальником. Меня, можно сказать, только спальник согревал. Вот, поэтому сейчас я хочу вот это вот внешнее пространство вот над дверью, там у меня не закрыто бревнами. Сейчас вот хочу вот этим вот и заняться. Напилить бревен и закрыть уже полностью всю землянку бревнами. Тогда будет теплопотерь меньше. А уже в следующем выпуске я, возможно, займусь либо лестницей, либо начну закапывать землянку. В общем, ее уже нужно будет как-то вот закрывать от внешних всех этих условий, осадков и прочего. Хочу сейчас напоследок еще перед уходом перевесить цепи. Они сначала у меня висели на стене, крепились к ней, но это немного мешало мне. То есть, когда обедаешь, сидишь, цепь вот так вот сбоку около лица висит. Вот. И я решил сейчас попробовать перевесить цепь, вот так закрепить ее на потолок. Если мне понравится эта идея, если это будет надежно, тогда я так и оставлю.
Ну и на сегодня буду с вами прощаться, друзья. Не забудьте подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. А также можете подписаться на мой канал на других платформах, таких как Рутуб и Яндекс.Дзен. Кстати, на Яндекс.Дзене это видео выйдет чуть раньше. Поэтому, если хотите посмотреть его раньше, чем на Ютубе, то подписывайтесь также туда. Ну и перед уходом хочу процитировать слова поэта Дмитрия Венедитова. «Природа не для всех очей покров свой тайный подымает. Мы все равно читаем в ней, но кто, читая, понимает». Пока.